Сложно поверить, но тысячи лет назад одним из самых экстремальных способов избавиться от мучительных головных болей было аккуратное сверление черепа. Такой метод назывался трепанацией и встречался практически на всех континентах, от Южной Америки до Древнего Египта. Археологи обнаружили десятки тысяч черепов с характерными круглыми отверстиями, которые были сделаны примитивными инструментами, каменными ножами и костяными сверлами. Самое удивительное, на многих из этих черепов четко видны следы заживления тканей. А значит, люди не только выживали после такой операции, но и продолжали жить еще много лет. В Южной Америке племена инков применяли трепанацию не только для лечения мигрений, но и после черепно-мозговых травм, чтобы снизить давление внутри головы. В Европе этот способ практиковался уже более 5000 лет назад. Особенно часто его делали в неолитических обществах. Операция проходила без наркоза, только с помощью травяных настоек для притупления боли, а края раны прижигались раскаленным железом или смазывались смесью меда и жира для предотвращения заражения. В Древней Греции великий врач Гиппократ описывал трепанацию как метод исцеления от духовых болезней. Тогда считалось, что злые духи могут проникать в голову и вызывать невыносимые боли. Для облегчения страданий пациента ложили на пол, ограничивали движение и начинали осторожное сверление черепа, пока не появлялась маленькая дырка. Иногда процедуру проделывали по несколько раз на протяжении жизни. Даже в средние века, когда медицина уже находилась под влиянием религии, врачи не отказывались от трепанации, считая ее способом избавления от дурных мыслей, эпилепсии, а иногда и психических расстройств. До сих пор ученые спорят, как древним медикам удавалось избегать смертельных инфекций и сильных кровотечений, ведь ни о какой стерильности в те времена речи быть не могло. Несмотря на все ужасы процедуры, трепанация спасла множество жизней, а иногда и творила чудеса. После операции люди действительно избавлялись от головных болей и судорог, возвращаясь к нормальной жизни. Но если этот способ кажется слишком диким, то следующие методы лечения удивляют не меньше своей экзотичностью и загадочной эффективностью. Восточное искусство прижигания, загадки Моксы и горящих игл. После жутких ритуалов сверления черепа переносимся в Древний Китай и Японию, где лекарства от болезней не искали в крови, а в огне и дыме. Тут на смену ножам пришли шарики из высушенной травы полыни, которые врачи называли моксой. Мокса раскаливалась до ярко-красного цвета и прикладывалась к коже в определенных точках на теле, соответствующих каналам жизненной энергии. Иногда такие шарики жгли прямо на кончике акупунктурной иглы, чтобы тепло проникало глубже, пока пациент не чувствовал жжение, переходящее порой в настоящую боль. Эта процедура считалась не просто физическим испытанием, ведь люди были уверены, что дым и жар изгоняют болезни, притягивают силу и даже защищают от злых духов. В японских деревнях во времена эпохи Эдо крестьяне каждую весну собирались вместе для коллективных сеансов прижигания. Взрослым обрабатывали точки на животе, детям уши и лодыжки. Чем выше температура и острее ощущения, тем сильнее, по мнению лекарей, был эффект. Так лечили от простуды до хронической усталости, а если боль становилась невыносимой, считалось, что болезнь сгорает вместе с болью. В Китае прижигание моксы применяли для реабилитации после инсультов или сильной лихорадки. Описание одного из таких сеансов сохранилось еще со времен династии Тан, когда придворный врач спасал императора от паралича с помощью сотен прижиганий на спине и руках. Этот способ распространился и в корейской медицине, где добавили свои секреты. Моксу часто скручивали в маленькие сигары и накладывали на живот младенцам при коликах или матерям после родов. Путешественники, попавшие в Азию в средние века, были поражены зрелищем. Дым клубился по комнатам, тела покрывались ожогами, но пациенты утверждали, что чувствуют легкость и прилив сил. В некоторых монастырях практиковали прижигание на ушах для улучшения слуха, на макушке, чтобы прогнать грусть и навязчивые мысли. Даже сегодня в некоторых районах Китая и Японии можно встретить старых мастеров, держащих наготове коробку с сухой полынью и тонкие иглы для очередного сеанса. Но если жара и дым казались слишком экзотичными, то следующий способ лечения уже связан с настоящими живыми существами, которых никто бы не пожелал видеть на своем теле. Пиявки– герои древней медицины. Зачем их сажали на тело? Как ни странно, но в разные эпохи люди осознанно позволяли маленьким скользким существам заниматься их здоровьем. Речь о пиявках. Эти создания ценились не только в Европе, но и на Востоке, в Северной Африке и даже на Дальнем Востоке. Первые изображения кровавых процедур с использованием пиявок были найдены в египетских погребениях, которые датируют больше, чем 4000 лет назад. На папирусах и барельефах жрецы аккуратно прикладывали черных существ к телам больных, надеясь таким образом высосать болезни вместе с кровью. В Древней Греции сам Гален рекомендовал использовать пиявок при головных болях, лихорадках, подагре и даже для устранения дурной крови из организма.
В средневековой Европе пиявки стали настоящей панацеей, их выращивали в специальных прудах у монастырей, а в аптеках с конца 15 столетия торговали целыми горшками с этими живыми лекарствами. Врачи прописывали кровопускание почти при каждом первом недомогании, высоком давлении, воспалениях, отеках, головокружениях. Для одной процедуры на тело пациента сажали от 5 до 20 пиявок, на шею, поясницу, за уши или даже на внутреннюю сторону бедра. Когда пиявка присасывалась, ее оставляли на месте, пока она не наполнялась кровью. Иногда такие сеансы длились по часу, а особо выносливые пациенты носили пиявок по несколько дней подряд. В 19 столетии по всей Европе возникла настоящая пиявочная лихорадка. Спрос на лечебных червей был такой огромный, что в Париже существовали целые фермы, где ежегодно выращивали до 30 миллионов пиявок для больниц и частных домов. Врачи считали, что эти существа способны излечивать даже воспаление легких. Аристократки надеялись очистить кожу и придать щекам модную бледность. Кровь после процедуры продолжала сочиться несколько часов. Считалось, что так грязь выходит из организма. На Востоке, особенно в Индии и Китае, пиявок применяли не менее активно. Их ставили для лечения артрита, гнойных ран, венозных заболеваний. Местные лекари отмечали, что после укуса кожа заживала лучше и быстрее, а риск инфекции снижался. В России в деревнях даже 20 столетия старушки и знахари сажали пиявок прямо на веки при ячмене или на область печени при приступах боли. В наше время ученые обнаружили, что в слюне пиявок содержатся особые вещества, которые разжижают кровь и снимают воспаление. Благодаря этому некоторые клиники снова используют древних героев медицины для восстановления после операций и лечения варикозного расширения вен. Но, несмотря на научное подтверждение, метод кажется жутким и пугающим. Ведь кому захочется добровольно вызывать на себя маленьких кровопийц? А вот следующий способ лечения уже уводит нас в мир огня и загадочного дыма, где здоровье и исцеление напрямую связаны с духами и тайными обрядами. Дымовые ванны и духи — шаманские практики исцеления. Погружаемся в атмосферу древних лесов и высоких степей, где дым был не просто запахом костра, а настоящим лекарством. Среди сибирских шаманов, индейцев Северной Америки и племен южноамериканских амазонок дымовые ванны считались обязательной частью лечения почти всех болезней. Процедура начиналась с того, что в центре хижины разжигали костер на смеси коры, трав и иногда даже кусочков животного жира. Больного раздевали до пояса, усаживали на корточки или клали на циновку, после чего вокруг устанавливали щиты или шкуры, чтобы дым не выходил наружу. Шаман брал в руки пучок высушенного шалфея, можжевельника или кедра и начинал водить им вдоль тела пациента, приговаривая специальные заклинания. На Аляске эскимосы использовали для обряда толстые пучки тундровых трав, а в джунглях Амазонии добавляли в костер муравьиные листья, чтобы дым был едким и густым. Считалось, что он проникает в легкие, очищая их, выгоняет духа болезни и наполняет тело новыми силами. Особенно часто дымовые ванны устраивали для излечения простуд, лихорадок и кожных болезней. Иногда процедуры длились несколько часов. На Ямайке и в Вест-Индии знахари собирали команды помощников. Один следил за огнем, другой держал наготове сосуд с водой для подбрасывания на угли и поднятия пара. Детей при сильной простуде полностью обматывали полотном и коптили над медленно тлеющими травами. Под конец сеанса шаман подходил к пациенту, распылял изо рта облако алхимического дыма из собственных легких и громко хлопал над головой ладонями, чтобы закрепить выздоровление. В Африке дымовые ванны сочетали с натиранием кожи специальными мазями и втиранием пепла. На юге Африки женщины после родов проходили почти сутки в дыму, чтобы прогнать холод и быстрее восстановить силы. У индейцев североамериканских равнин существовал отдельный ритуал поиска видения. Воины несколько дней жили в дымной палатке, пока не начинали видеть образы-подсказки, указывающие путь к исцелению. Если болезнь считалась особенно упрямой, шаман мог призвать духов-помощников. Для этого он надевал маску из коры и пуха, танцевал вокруг костра, бросая в огонь кости животных и муку. Иногда в дыме растворяли порошки из редких минералов или толченых жуков. Верили, что так лекарство проникает глубже. Дымовые ванны и ритуалы с духами до сих пор применяются среди коренных народов Сибири, Канады и Амазонии, несмотря на развитие современной медицины. Но были и другие способы борьбы с недугами, к которым прибегали северные народы. Иногда для изгнания болезни врачи решались на ледяные процедуры, заставляя пациентов буквально замерзать, чтобы победить хворь. Замораживание болезней. Секреты сибирской криотерапии. Оказавшись среди заснеженных просторов Сибири, можно представить себе, как местные лекари веками использовали ледяную силу природы для борьбы с болезнями. Криотерапия, замораживание тела или отдельных его частей, стала настоящей находкой для выживания в суровых условиях таежных деревень и юрт.
В описаниях этнографов и путешественников 19 столетия встречаются истории о шаманах, которые лечили лихорадку, обмораживая больного снегом или окатывая ледяной водой из проруби. Иногда пациента выводили раздетым на 20 минут в мороз минус 40 градусов по Фаренгейту, заставляя растирать тело снегом, пока кожа не начинала краснеть и гореть. Якутские лекари практиковали ледяные обертывания. Больного заворачивали в оленью шкуру, сверху насыпали толстым слоем снег, а затем укрывали еще одним куском меха. Через полчаса тело отнималось от холода, но считалось, что болезнь выходит вместе с паром, который поднимался, когда пациента приносили обратно в теплое помещение. Такие обертывания проводились при воспалениях суставов, жаре, даже при болях в животе. Иногда в поселениях устраивали настоящие ледяные парилки. В небольшое помещение заносили огромные куски льда, а стены натирали снегом, чтобы температура держалась на самом низком уровне. Больного раздевали и усаживали прямо на лед, позволяя холоду проникать в кости. После 20 минут ледяной терапии пациента быстро заносили в горячую избу, где клали под пушистые шкуры и поили отваром из корней дягеля. Описания первых европейских врачей, оказавшихся в Сибири, поражали. На глазах исследователей местные жители лечили ожоги и нарывы, прикладывая к ним куски чистого льда или вымоченные в ледяной воде тряпки. Даже зубную боль снимали, зажав за щекой горсть мелких ледышек, а при сильных ушибах и отеках делали компрессы из растолченного снега, чтобы быстро убрать воспаление. Считалось, что кратковременное воздействие холода укрепляет дух и тело, избавляет от злого жара и возвращает силы. Именно в Сибири зародился обычай ледяных купелей, прорубей во льду, куда бросали даже маленьких детей ради укрепления здоровья. Есть упоминания о шаманах, способных выдерживать мороз минус 50 градусов по Фаренгейту, чтобы показать свою силу и защитить деревню от эпидемии. Интересно, что современные ученые подтверждают, ледяные процедуры действительно помогают снимать воспаление и боль. Сейчас элементы криотерапии возвращаются в медицину по всему миру, но сибиряки и их шаманы использовали силу холода задолго до появления научных теорий. Но если лед мог спасать от болезни, то следующий метод звучит как настоящее безумие, ведь лечить боль предлагали самым опасным веществом на планете. Живая ртуть против боли. Как пытались лечить ядом. Если криотерапия пугала морозом, то следующий шаг ставил под угрозу не только здоровье, но и жизнь. Лечение с помощью живой ртути. На протяжении веков алхимики, врачи и знахари разных стран по-настоящему верили, что блестящий серебристый металл способен изгонять болезни, снимая мучительную боль и даже продлевая молодость. Еще во времена древнего Китая благородные семьи прибегали к порошкам из сульфида ртути, считая, что они прогоняют злых демонов изнутри. Императоры династии Цинь запивали крошечные шарики ртути настоями из корней женьшеня, надеясь обрести бессмертие и избавиться от головных болей. Парадоксально, но эти эксперименты часто заканчивались еще большими страданиями. Уже после нескольких приемов у пациентов появлялся сильнейший жар и неутолимая жажда. В Европе ртуть стала символом могущества медицины в период, когда борьба с сифилисом приобрела масштабы эпидемии. С 16 столетия европейские врачи прописывали мази, припарки и даже паровые ингаляции с парами ртути. Пациентов помещали в специальные деревянные шкафы, где из отверстий шел горячий пар, насыщенный ртутью. Всего за 30 минут кожа покрывалась каплями пота, а больные буквально теряли сознание от удушья, но считалось, что после ртутных бань язвы и суставные боли утихали. Некоторые лекари прописывали полоскание ртутной водой или делали внутримышечные уколы соединениями металла. В Индии и Персии лекари готовили ртутные эликсиры для снятия зубной боли и лечения кожных болезней. Пациенты принимали микроскопические дозы под строгим контролем. Иногда знахари аккуратно втирали ртуть в десны, чтобы облегчить страдания при воспалении зубов, а в Персии порошок ртути смешивали с медом и втирали в кожу при сильном зуде или экземе. Помимо этого были попытки лечить лихорадку. Больного укладывали на шкуру, а на спину аккуратно капали ртуть, быстро растирая ее костяной лопаткой. В Российской империи аптекари продавали ртутные мази вплоть до начала 20 столетия. Даже при детских болезнях, включая кашель и воспаление кожи, матери пользовались ртутными пластырями, хотя врачи уже замечали опасные последствия. Тяжелое отравление, выпадение зубов, а у некоторых даже галлюцинации. В английских лечебницах 19 столетия ртутные уколы считались радикальным, но необходимым методом для снятия самых сильных болей. Несмотря на все страдания, связанные с живой ртутью, ее продолжали использовать в попытках излечить болезни, пока ученые не доказали ее смертельное воздействие. Но удивительно, сколько столетий люди рисковали жизнью ради спасения от боли, пока не появились другие, не менее причудливые способы лечения. Например, пришивать драгоценные золотые нити прямо под кожу, чтобы сделать тело не только здоровым, но и красивым одновременно. Золотые нити и драгоценности под кожей. Красота и здоровье в одной процедуре.
После опасных экспериментов с ртутью наступает черед способа, который удивляет своей утонченностью. Объединение красоты и медицины через внедрение драгоценных металлов под кожу. Еще в середине 19 столетия русские, французские и японские врачи начали экспериментировать с золотыми и серебряными нитями как средством борьбы с морщинами и хроническими кожными болезнями. Процедура была пугающе проста. Тончайшие полоски чистого золота длиной от 6 до 12 дюймов хирург прокалывал иглой под кожу на лице, шее или руках, создавая невидимую сетку в проблемных зонах. Врач из Санкт-Петербурга Николай Филатов первым задокументировал применение золотых нитей для лечения кожных заболеваний и омоложения, а французский доктор Чарбонни уже в 18 веке описывал, как золотые волокна использовали для борьбы с рубцами после перенесенной оспы. В Азии процедура приобрела дополнительный смысл. Японские врачи объединяли вставку золотых пластинок с техникой иглоукалывания, веря, что соединение металла и традиционных точек может усиливать жизненную энергию и снимать воспаление. В начале 20 столетия лондонские косметологи стали предлагать аристократкам вечную молодость с помощью золотого лифтинга. Процедуры проводились в полутемных кабинетах, где лица богачок покрывали тончайшими рисками, а затем под кожу вдевали драгоценные нити. Уже через пару недель кожа становилась плотнее, разглаживались даже глубокие морщины, что делало метод настоящим хитом среди представителей высшего общества. Медицинские журналы того времени отмечали, что золотые вставки использовали также при заживлении трудноисцеляемых ран для укрепления сосудов, а иногда и при лечении суставных болезней у пожилых пациентов. Серебро тоже нашло свое место в медицине. Тонкие платиновые и серебряные нити внедряли при хронических язвах и инфекциях, полагая, что эти металлы защищают ткани от микробов. В Персии и Османской империи практиковались особые ритуалы с драгоценными бусинами. Их вживляли в кожу спины и плеч, считая, что камни и металлы приносят здоровье и отгоняют злых духов болезни. В Индии лекарь мог украсить лицо пациента крошечными сапфировыми точками, встроенными в золотой каркас под самым тонким слоем дермы. С появлением современных технологий метод золотого шитья эволюционировал. Сегодня пластические хирурги используют нити толщиной с человеческий волос для подтяжки кожи, а косметологи предлагают вживление микроскопических золотых пластин для борьбы с акне и аллергией. В Китае и Южной Корее популярность приобрели биозолото и биоплатина. Легкие сплавы, вживляемые в подбородок или скулы для выравнивания контуров лица. Каждый из этих методов, от костяных сверл древних целителей до золотых нитей современных хирургов, доказывает: желание победить болезнь и продлить молодость толкало людей на самые невероятные эксперименты. Порой лечение казалось опаснее самой болезни, а порой дарило спасение и даже новую жизнь, оставляя после себя не только следы на теле, но и загадки для истории медицины.